Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Юлия Подталова. Сегодня 2 сентября, проводила детей в новый садик. Сейчас собираюсь в Carrefour, хочу взять вас с собой, снова посмотрим по ценам. Еду я, друзья, в Carrefour за рыбкой. Вот. Кто на канале впервые, вот так вот я с аккумулятором выхожу, ставлю на свой электровелосипед и езжу на электровелосипеде. А если рассказывать сначала, мы 2 года назад переехали в Турцию и проживаем сейчас в городе Селивке. До этого мы 1,5 года жили в городе Газипаша, и сейчас около 8 месяцев мы проживаем в городе Селивке, сюда переехали по работе. А вот он, мой электровелосипед. Вот, точнее, это велосипед моего сына старшего. Вот, сегодня, кстати, в новый садик пошли дети, двойняшки у нас. И у сына сегодня линейка, он идет в 10 класс. Устанавливаю я вас на руль велосипеда. Сейчас надо еще заехать в садик. Нужно забрать вещи, которые мы оставили. Сегодня очень ветрено, поэтому, надеюсь, меня слышно. В предыдущем ролике я показывала, как искала садик. Вот, и мы нашли садик для себя подешевле. Напомню, ходили мы в Нурия Чекир. Вот, там очень резко подорожало, на 66% даже. И мы решили искать новый. Вот. Благо, что нашли новый, недорогой. И сейчас нужно заехать в старый, забрать вещи. Кому интересно, Нурия Чекир выглядит вот так вот. Сейчас увидите. Я покажу. Так сделаю вас. Так, ну что, взяла я вещи. Едем в Carrefour. Что хотела сказать, с утра дети в 7 утра сели на автобус, с удовольствием уехали. Кстати, с этого садика еще несколько детей было. Ну а сейчас едем за рыбкой. Друзья, сегодня день знания, у всех праздник. Все провожают, ну, не у всех, конечно, не во многих странах 1 сентября. Вот. Но в основном все русскоговорящие, да, провожают сегодня детей. Кто в садик, кто в школу. Так что, друзья, поздравляю всех с этим чудесным праздником. У нас, как я и говорила, старший идет 10 класс, но сегодня он плохо себя чувствует, сегодня остался дома. Так что на линейке сегодня он не будет. Carrefour — это, кстати, единственный магазин, вроде как, в Селивке, где продают такую свежую рыбу. Вот, надеюсь, ее сегодня привезли. Нет, представляете? Ну ладно. Короче, здесь по специальным дням обычно привозят. Ну, видать, сегодня не тот день. Короче, сегодня не мой день. Pardon? Balık ne zaman olacak? Çarşamba. Çarşamba. Anladım. Teşekkürler. Короче, рыбка будет через день, сказали. Ну, ладно. В общем, не тот день, короче, я выбрала. Среду, короче, по средам. Зато я вам покажу сейчас цены. Еще не договорила, так как сегодня день знаний, сегодня у всех в WhatsApp фотография. Ребенок и мама, ну или там вся семья, у кого-то бабушки, дедушки собраны. Я как бы ничего против не имею, но вот как, знаете, вот как вот под копирку у всех одни и те же фотографии. Вот. Так, ну давайте немножко пройдем сюда. В прошлый раз мне говорили, покажи крупы, что ты снимаешь, да? Видать, у людей не было возможности досмотреть до конца видеоролик, где я снимала, там именно крупы я снимала в конце ролика.
Вот, они, короче, посмотрев начало, написали мне там уже комментарии. Так, смотрите, рис килограмм 85 лир. Вот, знаете, цены, вот я до этого показывала в Биме и в Сече, да? Ой, нет, в А101 вообще, откуда я взяла Сечь. Вот, в общем, А101 и Бим, и Шок магазины, они, короче, намного дешевле, чем вот Carrefour и Migros. Сюда я приезжаю обычно за яйцами, либо за рыбой. Вот, яйца здесь действительно крупные и дешевые. Смотрите, вот, получается, как она называется, вот эта красная чечевица 54 лиры килограмм, булгур килограмм 29 лир, рис килограмм 79 лир, 69 лир, 53 лиры. Цены тоже вот отличаются, смотря какая фирма. 46 лир. Вот есть вообще за килограмм 29 лир. Ничего себе, смотрите, килограмм 163 даже есть. Видать, какой-то особый рис. Вот. Здесь также продают гречку. Гречка стоит... Ничего себе, смотрите, карабудай. Вовремя мы купили гречку, подорожала, 126 лир стоит. Ну, что-то очень дорого. Вот такая есть. Интересно, сколько она? Цены нету. В общем, есть вот так... подождите, это не гречка. Смотрите, причем похоже на гречку, но это... Нет, это не гречка, короче. Это типа... Пилявлик булгур. Это булгур такого цвета. То есть гречка стоит 126. Это очень, конечно, дорого. А вот до этого покупали дешевле было. Может быть, просто эта фирма закончилась. Макароны. Макароны по 13 лир, по 20 лир. Вот по 20, по 20, 20 лир, короче. Средняя цена макарон. Барилла. Барилла, вот кому нравится. 500 грамм 37 лир. Бич-пакеты. Вот такая вот 9. Особые там какие-то соусы 14 лир. Вот, томатные пасты, майонезы тоже здесь не совсем дешевые. Ну, например, 400 грамм 42 лиры. Это кетчупы, да? Томатные пасты дешевые. 830 грамм. Стоит вообще 34 лиры. Дешево очень. Вот. Давайте дальше пройдем. Чаи, да, чай наподобие нашего чая в Турции, это вот Эрл Грей, Липтон. Я его, конечно, раньше пила, но он очень подорожал. Сейчас 500 грамм 156 лир стоит. Но это, наверное, опять-таки в Биме, в Шоке дешевле будет. Ну, а мы покупаем крупнолистовой. Здесь его нету. Обычно мы берем либо в Мигросе, иногда бывает покупаем. Ну вот, короче, вот типа того цейлонский чай мы берем, такой крупнолистовой со скидкой. Бывают вот акции. В общем, цены вот такие вот. Конечно, можно вообще найти за 57 лир турецкий чай. Турецкие чаи вообще как бы они дешевые. Вот. За килограмм 100 лир, допустим, можно найти, да? Вот. Но они как бы их нужно по-особому заваривать. Я на своем канале рассказывала об этом. Кофе. Кофе как бы уже тоже не дешевое становится. Кофе я в Атоме хочу все купить, попробовать. Но обычно мы пьем так. Здесь его нету, получается. Якобс, короче, мы берем. Вот. Но как закончится, хочу купить в Атоме. Там тоже недорого, и там как бы по качеству получше. Что еще? Вот такую вот мы обычно берем 2 консервы, тунец, 2 штуки здесь идет. По сколько? По 160 грамм, 107 лир. Короче, вчера готовила рис. Вот у меня уже как бы готовый рис был. И я смешала вот с одной консервой. И знаете, ужин получился идеальным. И детям понравилось. Вот. В общем, сегодня надо думать на ужин. Хотя у меня есть, по сути, и макароны, и суп есть. Но у меня сейчас как бы такой момент, что и старший сын хорошо ест, и дети начали прям
есть по несколько раз, и одно и то же как бы накладывать уже говорят, а есть что-то другое, поэтому последнее время готовлю, только готовлю, вот честное слово. Дома сижу, наверное, в день 2-3 раза что-то готовлю точно. Вот, это не считая завтрака. Еще и завтрак каждое утро нужно готовить. Хотя, кстати, в тот садик мы ходили, завтрак я готовила. В этом садике в 7 утра надо уезжать. Уже автобус приезжает, уже возле Сите в 7 утра. Мы сегодня выбежали, он уже и так нас ждет. Вот, с нашего дома еще 2 детей ходят в этот садик. Они уже сидели в автобусе, то есть мы уже с опозданием выбежали в 7 утра. И автобус уже уехал, тронулся, и поэтому как бы нужно выходить еще раньше, получается, где-то без 10-7. Вот, и кушают завтрак они там. Завтраки хорошие, мне понравилось. Я вставляла по поводу меню в прошлом ролике. Кому интересно, можете посмотреть. В общем, сейчас дети завтракают там. Сейчас, получается, мы только со старшим сыном, ну и муж завтракает дома. Вот, ну уже как бы, да, легче. Вот, а так вот на выходных этих вообще не было времени что-то снимать. Вот съездили в Каскалиси, я там шортс чисто закинула. И реально не было времени снимать. Думаю, дай-ка я сейчас поснимаю вам. И то вот хотела рыбку приготовить, но сегодня получается без рыбки. Ладно, что-то другое приготовлю. В общем, смотрите, яблочки здесь вкусные. В Каррефуре мы уже брали. Но мы на рынке с мужем сходили, купили в пятницу. В пятницу, кстати, был выходной. У нас в Татарстане тоже выходной был. 30 ноября. И здесь тоже так же. Ой, ноября, говорю, 30 августа. И здесь тоже был праздник. Как раз мы ездили в Каскалиси. Муж отдыхал. Вот. И смотрите, что это? Это, короче, картошка получается. Пататас татле. То есть сладкая картошка, представляете? Когда-нибудь пробовали? 85 лир. Но вообще я картошку не очень люблю. Вот. Я больше по макаронам, макаронная душа, поэтому сладкую, тем более картошку я брать не буду. Вот, помидорки 34 лиры, кабачки 20. Но я думаю, вообще как бы фруктов в таких магазинах покупать не стоит, вот кроме яблочек. Можно взять вот манго, манго здесь дешевое, смотрите, одна штука 59. Ну, вообще, конечно, на рынке можно найти тоже примерно за такую цену. Но там все по граммам. То есть, если здесь выбрать какое-то большое манго, большущее, то еще может быть. Но бывают тоже акции, тоже как бы по акции можно купить. Вот, бывает еще здесь голубика. Но, наверное, сезон прошел. Бывало. Вот в таких посудках мы покупали. Что это? Зердеджал, ну типа имбирь пишут. Что-то какой-то он некрасивый. В общем, как-то так, друзья. Что еще показать вам? Арбуз покупали, кстати, на днях. Тоже на выходных. Покупали без косточек арбуз в Биме. Обалденный, очень вкусный. И, кстати, этот арбуз у меня вышел на 60 лир всего лишь. Там что-то типа со скидочкой 8 или 9 лир за килограмм был. Короче, дешевая цена. Это было в Биме, друзья. Так, сахар, посмотрите. 3 килограмма сахара 109 лир, 5 килограммов 169 лир. Вот. Ну и вот, пожалуйста, как я и говорила, килограмм чая 104 лиры. Рафинад 38 лир. Вот, кстати, Якобс Монарх. Но мы не такой, мы в банке покупаем обычно. Оливки 79 лир, целая банка. Знаете, вот если ходить, да, вот действительно вот так по магазинам, смотреть и покупать то, что по акции, в принципе, и не особо дорого получается жить в Турции. Вот. Так что как-то так. Растительное масло. Давайте покажу. 2 литра стоит 97 лир. Ну, грубо говоря, да, 270 рублей. Ну, пусть будет 100 лир, да. 2 литра 270 рублей. Растительное масло. Вот, 4 литра. Вот есть за 199. 4 литра.
оливковое масло. Оливковое масло мы на рынке покупаем. Вот, но можно вот 500 миллилитров найти за 151, 181. Но есть и подороже масла всякие. Вот, есть литр за 262. Вот. Что еще показать вам? Яйца хотела купить. И хотела показать вам яйца. Яйца 30 штук. Вот здесь обычно дешево было. А сейчас вроде... Ну да. Смотрите, я за 60 чем-то покупала яйца. 15 штук тут сейчас написано. Я покупала 30. Что-то похоже опять как будто бы подорожание. Так, ну ладно. Значит, я сегодня пойду домой без ничего. Здесь я ничего покупать не буду. Давайте покажу только нутеллу. Вот нутелла как бы 99 лир. Большая нутелла 180 лир. Не знаю. Цены здесь действительно уже такие дорогие. И приезжать только если за рыбкой. К чаю вот такие вот штуки вкусные продают по 45 лир. Давайте мясо покажу. Кстати, по 13 макарошки. Ну да, я как бы всегда ищу, где подешевле, друзья. Вот. Мясо я покупаю у мясника, но здесь давайте покажу. 419 вот стоит. 429, 539. Я здесь иногда покупала, когда видела, вот только привезли мясо. Оно было свежее, и я брала, пока не нашла мясника. Как только нашла мясника, я перестала брать. Так что идем дальше. Еще сейчас мне нужно зайти в пекарню, купить, как всегда, хлеб. Мы покупаем пиде. У них пиде это не как пиде, да, длинное, а как такой вот... В общем, покажу сейчас. Я вам до этого через пакет показывала. Вы, наверное, даже не рассмотрели. В общем, смотрите. Еще воду покажу, да. 5 литров 50 лир стоит. Ну, полторашка стоит сколько? 17 лир. И 500, то есть пол-литра 3 лиры стоит. В общем, как-то так. Кто-то спрашивал вот по поводу орехов в шоколаде. Вот. Здесь они есть. Здесь они вкусные. Вот такие вот орехи. 59 лир. Совсем мало, конечно, здесь их. Сколько? Написано 0,60. 0,60. Ну, то есть 60 грамм, что ли? Есть и фундук, есть и этот... Как он называется-то? В общем, есть еще и апельсины вот так вот в шоколаде. Миндаль. Что еще? Это изюм в шоколаде. Ну, в общем, такие цены. Фисташки в шоколаде, то есть. Вот. Короче, дрожжи, напоминаю, называется Майя, кому интересно. А разрыхлитель это Кабарт-Матазу. Вот, и, наверное, на этом все. Там клеят ценники, туда не буду заходить. Вот, поеду за пидешечками. Может быть, еще и в БИМ зайду. По сути, вот здесь вот прям напротив Мигрос, но не знаю, сходить, не сходить туда. Наверное, пойду в БИМ. Ну, цены примерно одинаковые, да, есть в Мигросе разное, как бы, разнообразие, но по мне по душе БИМ, А101, вот такие вот магазинчики. Так. Вот я сейчас еду и думаю, что приготовить на ужин. Напишите, что вы готовите обычно. Рыбка отпала. А я хотела рыбка с перчиками в духовке. Перчики, рыбку на гриле.
к сожалению. Не вариант. Так, смотрите, нутелла сразу. Цена 149. Там было 180. Вот. Ну, там, может быть, по граммам немного было больше, но все же, да? Не знаю, люблю я вот эти вот сетевые магазинчики. И мне как-то в них комфортнее отовариваться. И акции бывают, как бы, да, я знаю, понимаю, что в Мигросе есть все, особенно для русскоговорящих. Сметана, там, творог. Но, знаете, творог мы особо сейчас не употребляем, а сметану мы нашли здесь. Вот, это просто покупаете жирный йогурт. Как он называется? Сюзьме йогурт. Вот. Берете сюзьме йогурт, и все, это и есть сметана. Вот, нечего туда ходить за дорогими вещами. Нет, там тоже бывают акции, туда тоже можно забегать иногда. Вот, мясо можно купить, если вы как бы не знаете, где взять. Но смотрите, даже вот литр, да, сколько выбора. Литровые все, и цены по 200 с чем-то. То есть оливковое масло. И, допустим, взять даже вот плов. То есть плов, говорю, пилявлык рис, пиринч, как он называется. В общем, рис, короче. 2,5 килограмма, 71 лира. Опять-таки, 2,5 килограмма, 117 лир. Да, здесь нет гречки, но цены зато дешевле намного. Так, а мне нужны вот такие вот шпажки. Они у меня закончились. Я обычно еще готовлю этот, как он, люля-кебаб на гриле. Если нет рыбки, значит можно приготовить люля-кебаб из фарша. Еще мне нужна курочка. Вчера не было курицы здесь. Ну, в принципе, как и сегодня, можно сказать. Но вот это вот есть. Наверное, ее возьму. Вот. Потому что искали мы на выходных. Что-то как будто бы нигде курицы не было. Но были выходные, бывает такое. Вот, может быть, конечно, все купили. Так что возьму одну вот такую вот большую курочку. Сколько стоит? Вот, франлакпилич, это крупная курица, 92 лиры. Обычная 85 стоит. Вот, возьму такую одну. Здесь еще продают вот так по отдельности. Вот, давайте я вам скажу. Есть, короче, вот мясо вокруг кости, без кости. Игара называется. Она самая дорогая, стоит 229 лир за килограмм. Есть вот такая вот, тоже вокруг кости, но вместе с костью. 159, называется перзола. Есть бонфиле, это филе, 195 лир. Похоже, закончилась. Ну, это филейная часть, где грудка, да? И есть вот грудка с костью. Это вот 125 стоит. Что еще? В Турции ценятся крылышки. Например, вот, да, канат. Тоже 229. Так же, как вот мякоть вокруг кости, без кости. Такая же цена за килограмм. То есть самое дорогое вот из этих, если брать, то это вот игара, которая вокруг кости, без кости. Не путайте с перзолой. Перзола это как вот для шашлыка с костью идет. И канат. Канат это крылышки. Они тоже дорогие. За килограмм 229. А так можно найти и за 99. Пиличий багет это вот это. И 125. И даже 87. Это вот эта вот часть ляжки. Самые тоже дешевые считаются. И к чаю. Что-то надо к чаю. Смотрите. Мы уже, конечно, покупали на выходных киндер-пингви. И вот буквально, да, заходили, обсуждали. Вот когда мы сюда переехали, помню, вот эти вот, которые без шоколада, киндер-пингви, стоили
2 лиры, 2,50. Сейчас стоит 10. В 4 раза, да, подорожало. Вот. Это в шоколаде 13,50 стоило. Сейчас скажу. 3,50 где-то. Ну, 3 лиры стоило. В общем, тоже где-то в 4 раза, да, дороже стало. Или больше даже. Вот. В общем, но, учитывая в рублях, если сложить, то есть умножить на 2,7, то это где-то будет, ну, пусть будет 38 рублей там. Ну, 40 пусть будет максимум, да, грубо говоря. И даже учитывая это подорожание, вот когда мы уезжали из России, я помню, всегда покупала такую, очень как бы дорого для меня это оказалось, но мне очень нравилось. Я покупала за 60 рублей, друзья, вот честно. Покупала одну штуку такую. Подскажите, сколько сейчас стоит? Я помню, за 60 покупала, именно в шоколаде. Ну, а здесь стоит 13. Вот, так как недавно мы купили, я не буду брать. Килограмм сыра, вот, пожалуйста, можно 45%, можно купить, кстати, плавится он хорошо, купить за 209 лир, то есть 700 рублей. Сколько у вас стоит килограмм сыра белого? Ну, он как бы твердый сыр, не знаю, с каким сыром сравнить, но хороший, 45%, то есть неплохой. Вот, как-то так. За 219 есть, 700 грамм за 189 есть, 500 грамм 135. Вот, маргарин 14 лир, 31. Возьму, наверное, айранчика. Айранчик по 6 лир стоит. Так, еще я куплю здесь Nesquik сейчас. Два пакета по 700 грамм, 114 лир. То есть тут килограмм 400, 114 лир, ну где-то 300 рублей. Сколько у вас стоит Nesquik сейчас? Килограмм 400. Так, и что-то нужно к чаю. Вот. Всегда это проблемно для меня. Почему? Потому что, ну, выбор большой. Да. Все это вкусно, но все это вредно. Можно купить вот этот вот. Такой вот. Только непонятно. 52 лиры стоит. Короче, у меня сын заказал, старший, говорит, купи мне что-нибудь типа, короче, таких вот стаканчиков, как вот из-под мороженое, но чтобы внутри крем был. Это куда я и достану вот. В общем, вот такие вот заказы, друзья. Не знаю, может быть, купить вот такой вот, вот печенье, внутри крем. Ну, типа того. Ну, он, конечно, наверное, про белый крем имел в виду, но можно, допустим, еще добавить вот эти печеньки. Здесь тоже есть крем. Ну, думаю, хватит. В общем, беру на чай вот такие вот ништячки. Так, ну что, еще зашла я в шок. Хочу здесь тоже взять что-то к чаю. Возможно, здесь я найду. Ну, короче, наподобие, наверное, что-то хотел у меня сын старший. Но что-то как-то одну штуку за 14, не знаю, покупать. Здесь еще есть вот такая вот. Ну, так, чтобы прям вот в коробке таких вот, чтобы было несколько. Интересно, бывает ли? Но оно очень похоже вот наподобие, да, просто вот, скорее всего, с белым кремом. Но нету. Ничего наподобие я не вижу. Еще я хочу купить себе кукурузные хлопья. Обычно я беру Nesquik деткам,
А для себя беру что-то наподобие, ну, точно не за 114. Так. Вот такой, что ли? Или такое? Короче, нету их. Еще вот бывает наподобие этих с медом, но нет. Так что, наверное... А здесь сколько? Здесь курица стоит килограмм цельной курицы 85 лир. Так, яйца, смотрите, уже 105. Хотя недавно были 80 с чем-то. Вот. Так вот меняются цены, друзья. Бонфиле, кстати, это вот это. Здесь она стоит тоже 195. И вот, смотрите, кто любит куриную печень? Я люблю. Наверное, даже возьму. Ну, конечно, да, она как бы не хочется мараться ею, но она, блин, вкусная, когда ее приготовишь. Так она, конечно, на вид не очень, но, возможно, даже... Хотя нет, пока не буду брать, потому что у меня очень большие пакеты. Вот. Ну, что хочу сказать. Все, наверное. По поводу вот йогурта хотела показать, если найду. Вот смотрите, бывает, короче, кимакла йогурт, но это не кимакла точно, а сюзме йогурт. Вот. Вот, кстати, вот. Вот это, короче, натуральная сметана, друзья. Кому интересно, кто сюда едет. Ну, а я пойду, наверное, еще шоколада куплю здесь. И поеду домой. Смотрите, бывает на кассе акции. И вот шоколадка такая большая. Сейчас поинтересуюсь, сколько стоит. И вообще, насколько нужно купить что-то, чтобы вот эта вот акция прошла. Потом вам расскажу. Короче, на кассе никого нет. Я решила ей не ждать, потому что еще надо кушать приготовить. Поехала я домой, короче. Вот, сейчас покажу дома эти пюрешечки. Я сейчас по пути купила. И вот обычно мы всегда этот хлеб кушаем. А вот то, что хлеб был, который в магазине, вот эти батоны, вот эти, короче, они не очень вкусные. И мы что-то подсели, короче, вот на этот вкусный хлеб. Итак, я дома. Вот про этот хлеб я вам рассказываю все. Называется он пиде у них. Он очень мягкий такой и подойдет даже к чаю, к завтраку, подойдет также и к супу. Вот. То есть там идеальный вариант. А магазинский что-то мне не нравится в последнее время. Время 5 и как-то непривычно. Обычно я уже в 6 часу бежала за детьми сюда. Хоть и недалеко, но все равно надо было всегда подготавливаться. А тут у меня сейчас час времени есть, они приезжают только в 6 вечера. Правда, уже написали, что будет список канцелярских вещей. Посмотрим, большой ли этот список. Мы в прошлом году покупали в Нурия Чекир. Не помню, насколько он обошелся, но не дешево. Вот честно говорю, как бы каждый раз даже в Газипаше, когда мы детей в садик отдавали, всегда канцелярские товары обходились, ну как не дешево, ну сколько, ну 1500-2000 лир, может быть, на одного ребенка, на одного. А у нас двойняшки сразу, вот. И хорошо, что вот у старшего нет такого, то есть школа предоставляет сама такие моменты. Но, конечно же, они покупают ручки, вот это все сами как бы. Вот, так что мне еще нужно будет сейчас покупать канцелярские товары на 2 детей. Вот, и все это отправлять в садик. Но это я обязательно озвучу для вас. Вот, расскажу, сколько стоит. Так что оставайтесь на канале, друзья. Всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошего настроения и будьте здоровы, будьте счастливы. Всем пока.